В 912 году Киевская Русь наконец досталась во владение князю Игорю. Стоит отметить, что к тому моменту он уже имел опыт управления небольшой вотчиной, поскольку при князе Олеге он возглавлял Смоленский удел. Также, во время похода Олега на Константинополь, Игорь был наместником в Киеве. Однако, он не имел влияния среди подвластных Руси племен, и в итоге одно из них, древляне, отказалось платить ему дань. Тогда новый киевский князь устроил карательный поход против древлян и обложил их повышенной данью. В дальнейшем он провел несколько военных походов против соседних племен, в результате чего к 940 году владения Игоря стали выглядеть вот так. Примерно в это же время, по просьбе императора Византии Романа I, он послал дружину во главе с воеводой Хальгой на помощь византийцам в войне с хазарами. Экспедиция Хальги началась успешно, ему удалось захватить важную заставу. Однако, затем он столкнулся с войском хазар во главе с Песахом и был разбит. В результате переговоров с хазарами Хальга и остатки его дружины вернулись к Игорю, но тот взамен должен был начать поход против Византии. В 941 году киевский князь воспользовался войной Византии с арабским халифатом и отправил свой флот к Константинополю. 11 июня близ Иерона флот русов столкнулся с небольшой византийской флотилией, которой командовал адмирал Феофан. Византийцы применили греческий огонь и потопили значительную часть флота русов. Игорю удалось спастись и отступить в Киев. В 943 году он снова пошел на Константинополь, на этот раз вместе с печенегами, и используя не только флот, но и кавалерию. Вести о приближающемся войске быстро достигли византийского императора, и он принял решение откупиться от нападавших. Киевский князь согласился на богатую дань и вернулся в свою столицу. В следующем году стороны обновили соглашение 911 года. По новым условиям Русь обязывалась защищать византийские рубежи в Крыму и отказывалась от возможного завоевания этих земель. Осенью 945 года киевский князь по требованию своей дружины собрал повышенную дань с древлян. Однако части его людей этого показалось мало, и тогда он решил взять дань с древлян по второму кругу. Это была плохая идея. Древляне во главе с князем Малым подняли восстание и уничтожили дружину Игоря, а сам киевский князь попал в плен. Вскоре он был казнен. На этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. А если вы хотите помочь развитию канала, то загляните на наш Patreon. Сим победише! Кстати, Игоря первым из русских князей упомянули по имени в византийских источниках.